Этот ароматный пирог можно по праву назвать двухминуткой, потому что он готовится всего из нескольких недорогих ингредиентов, что называется, смешал в одну кучу и отправил выпекать на 20 минут. Все, 2 минуты смешать ингредиенты, 20 минут выпекать. Давайте я вам быстренько покажу, как приготовить такую ароматную вкуснятину. Пожалуй, это самый быстрый и простой рецепт вкусного пирога, который готовится буквально за, наверное, минуты 2. Если все ингредиенты готовы, то буквально 2 минуты и готово. Я взял 3 куриные яйца, щепотка соли, это пол чайной ложечки. Туда же отправляется примерно 50-60 грамм сахара. И все взбивается венчиком. Две минутки я взбивал, и получилась вот такая красота. Я вам сейчас покажу. Вы посмотрите, как оно прекрасно поднялось. Сюда отправляем 40 миллилитров подсолнечного масла. Чуть-чуть перемешаем. Кстати, друзья, тут очень важный секрет. Перемешивать снизу вверх, чтобы наши пузырьки не схлопнулись. Вот такая тонкость, чтобы пирог получился воздушный, почти бисквитный. Снизу вверх, снизу вверх. Далее я добавляю 100 миллилитров кокосовых сливок. Вы можете добавить обычные сливки или молоко. Смотрите, как сразу оно запенилось, как увеличилось в размере и начало шипеть. Это то, что нам и надо, друзья. Чуть-чуть помешали. И далее мы вводим разрыхлитель. 10 грамм разрыхлителя. Если нет разрыхлителя, берите соду. Это почти одно и то же, но не одно и то же, но близко. Чуть-чуть замешиваем. Я только что отмерил 260 грамм муки. И добавляю я муку постепенно. Ввожу в наше тесто. Я взял муки больше, чем надо. И не кладу целиком, лишь потому, чтобы знать и словить ту самую консистенцию, которая нам надо. Я вам сейчас покажу, какая именно должна быть консистенция. А вы мне, друзья, ответьте на такой вопрос. Вы муку просеиваете или нет перед тем, как делать выпечку? Вот интересно узнать в комментариях будет этот вопрос. Чтобы увеличить скорость и вас не затягивать, я возьму вот такой вот блендер и постепенно буду вводить муку. Готово. Консистенция у нас должна получиться очень густой сметаны. Возьму ложечку и вам продемонстрирую. Больше не надо. Этого вполне достаточно. Смотрите, как красиво оно стекает. Словно вот консистенция сгущенки, сгущенного молока. Далее я беру горсть, а именно 2 чайные ложки, точнее 2 обычные ложки черного изюма и 1 ложку солнечного изюма, как я называю. И перемешиваю это дело. И у нас уже практически все готово. Духовой шкаф я уже включил. Он уже греется на 180 градусов. И в качестве бонуса я добавляю клубнику. Она у меня была заморожена. Вот такая красота отправляется, чтобы был красный красивый акцент. Долго перемешивать не надо. Напомню, что мы перемешиваем снизу вверх. Вот такая красота. И пирог, который делается за 2 минуты, уже готов.
Я беру вот такую раздвижную форму для выпечки и смазываю ее маслицем. Прямо рукой, прямо маслицем, таким уже, которое, знаете, оно уже расплавилось, которое сливочное маслице. Вот так вот смазали, щедро, обильно. И сверху я ее покрываю кусочком пергамента. Вставляю пергамент. И под действием масла он хорошенько пристает к нашей форме. Чуть-чуть края надо разровнять, чтобы в процессе выпечки наш пирог смотрелся очень симпатично. Готово. Теперь выливаем нашу смесь в наш пирог. Не забываем про края, чтобы он равномерно распределился. И легче всего полностью все доставать при помощи вот такой вот лопатки. Одно движение, и ваша емкость уже практически опустошена, и можно уже сказать, мыть ее практически не надо. Вот так. И теперь осталось разровнять, а именно ягодки расположить более равномерно. Клубничку какую-то в центр пустить, какую-то по бокам. Так вот, ты в центр пойдешь, ты в бок, и сюда, чтобы, знаете, было равномерно. Вот это еще кусочек просится. О, вот это уже дело. Более-менее разровнено все. Аккуратненько. Остается только потрясти, постучать магически, чтобы все газики вышли и равномерно распределился. И отправить в духовой шкаф выпекать при 180 градусах. Так не терпится попробовать этот пирог. Он получился сочный, быстрый и по-настоящему двухминутный. За 2 минуты быстренько все замешали, и он уже готов. Так не терпится попробовать, но я присыплю его сахарной пудрой, чтобы он был еще более вкусный и ароматный, друзья. И сейчас самое время посмотреть, как он пропекся внутри. Из-за того, что он тонкий, он пропекся буквально минут за 20. За 25 максимум. И сейчас, пока я нарезаю кусочек, чтобы мы посмотрели внутри и продегустировали, у меня к вам маленькая просьба, друзья. Канал совсем молодой и маленький, и он очень нуждается в вашей поддержке в виде обратной связи. Это может быть комментарий, лайк и подписка. Подписаться советую для того, чтобы просто не потеряться, а быть на связи, чтобы первым увидеть новый, простой, вкусный рецепт из доступных ингредиентов. Вы посмотрите, друзья, насколько он внутри хорошо пропекся. Просто идеально. Сейчас я возьму в руки его. Получился легкий, воздушный.
Посмотрите, какая вот прослоечка. Сколько воздуха внутри. Какой аромат. Крайне рекомендую вам этот 2-минутный рецепт к приготовлению. Я с вами не прощаюсь, а призываю посмотреть вот это вот видео. Оно такое же шикарное, такое же вкусное и из простых доступных ингредиентов, которые есть на каждой кухне. Будьте счастливы, будьте здоровы, наслаждайтесь жизнью, живите в достатке, в изобилии. Я вас обнимаю и люблю. До встречи на канале «Художник на кухне».